Лучшие друзья девушек — это бриллиант. Простите, задумался. Да и не девушка я вовсе. А если вы девушка и хотите сплести себе вот такой бриллиантовый перстень, то в этом уроке вы узнаете как. Итак, для плетения такого бриллиантового перстня вам понадобятся резинки всего лишь двух цветов. Здесь я использовал розовый и синий, здесь я использовал желтый и синий, здесь полосатые использовал резинки, а здесь светящиеся в темноте. Вы можете использовать такие, которые у вас есть и которые вы хотите видеть на своем браслете. Приготовьте ваш станок и расположите на нем столбики, чтобы открытая сторона смотрела от вас. И чтобы центральный ряд был немножко ближе, чем два крайних ряда. Сейчас мы с вами будем накидывать сначала основу. Я буду из голубого цвета делать основу, а сам бриллиант я буду делать из розового цвета. Основу мы с вами будем накидывать двумя резинками. Берем две резинки голубого цвета, накидываем их с первого на второй столбик центрального ряда. Потом еще две голубых накидываем направо. На второй столбик правого ряда, делаем вперед одно движение и закругляем. Сейчас нам нужно получить вот из этих столбиков кружок. На левой стороне точно так же. Сначала на второй столбик левого ряда, потом на третий столбик тоже левого ряда и все это закругляем. Вот такой на данном этапе у нас цветок получился. Теперь на каждый из столбиков вот этого круга нам нужно накинуть резиночку розового цвета. Но накинуть просто без всяких манипуляций, без всяких перемещений. Просто положить. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Готово. Вот сюда не нужно. Теперь от центра каждому столбику крайнему нам нужно накинуть двойную резинку. Сверху вот этих лежащих просто. Берем две резинки, накидываем вот так. С центра к краям. Берем еще две резинки к следующему столбику точно так же с центра. Еще две резинки к третьему столбику. Еще две резинки берем к четвертый. И еще две пары. Сюда. И на последний столбик. Раз и два. Готово. Теперь на центральный столбик этого цветочка нам нужно накинуть резинку одинарную, но предварительно накрутив ее на крючок 4 или 3 раза. Я накручу 4 раза. Для того, чтобы было удобней накидывать на этот столбик, я разверну станок, чтобы он открытыми сторонами смотрел на меня. Теперь беру крючок и делаю 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Если у вас резинки плохо тянутся, то вы можете сделать 3 оборота, но 4 лучше. 2, 3, 4. Теперь резинки на крючке мы с вами натягиваем и накидываем их на центральный столбик. Готово. С центрального столбика сейчас нам нужно перекинуть резинки на крайние столбики вот этой окружности. То есть мы с вами внутри отодвигаем ту резинку, которую только что накинули. Берем сейчас самую верхнюю пару, она у меня соединяет вот эти два столбика. Снимаем ее с центра. И накидываем на соответствующий столбик, то есть тот, к которому эта резинка относится. Теперь ищем следующую пару. Она у меня соединяет вот эти два столбика. Снимаем ее с центра и накидываем на крайний столбик. Еще следующая пара. Самое сложное это снять первые 3 пары, потому что здесь один цвет и бывает сложно увидеть, где та или иная резинка находится. Но когда вы сняли 3, уже здесь дырочка большая получается, и через нее хорошо видно, где и какая резинка находится. Берем следующую пару, она у меня идет к левому столбику, следующая пара к левому ближнему,
И следующая пара к самому ближнему столбику. Отлично. Теперь обращаем внимание на вот эти резинки, которые у нас здесь просто лежат. Нам нужно внутри, вот здесь, продеть крючок между розовыми резинками и захватить ту резиночку, которая просто лежит. Вот она. Вторую часть этой резинки кладем на крючок и снимаем розовую резинку со столбика. Оп, сняли. А то, что сейчас у нас на крючке, мы с вами на столбик вместо нее накидываем. Это был один. Дальше внутри заводим, захватываем резинку, которая просто лежит. Вторую часть этой резинки, внешнюю, получается, накидываем на крючок. Снимаем с крючка то, что на нем лежит розовое. И накидываем, что осталось на крючке. Раз и два. Вы можете станок поворачивать, таким образом вам будет удобнее со всех сторон захватывать резинки с крайних столбиков. Накидываем сюда. И осталось у нас 3 столбика. Внутри зацепляем розовую, снимаем со столбика и накидываем эту часть на столбик. Готово. Раз, два. Берем. Оп. Сняли. И накидываем на столбик. И, наконец, последняя резинка у нас осталась. Мы с вами точно так же с ней поступаем. Раз, два. Так, теперь поверните станок, чтобы открытые стороны столбиков смотрели на нас, и мы сейчас будем снимать вот эти голубые резинки. Нам их нужно снять вот отсюда сначала вот эту сторону, а потом вот эту сторону и соединить вот на этом столбике. Мы отодвигаем 2 розовых резинки, снимаем пару со столбика и накидываем тому столбику, к которому эта резинка принадлежит. Следующая пара у нас пошла вперед. Здесь тоже все отодвигаем, захватываем голубую резинку и накидываем вот на этот столбик. С этой стороны, с левой, точно так же нам нужно поступить. Сначала накидываем на этот столбик. Сейчас все отодвигаем, захватываем следующую пару. Снимаем отсюда, накидываем вот сюда. Следующая пара у нас пошла. Готово. И накидываем вот сюда. Теперь нам нужно снять вот эту резиночку, которая у нас соединяет эти 2 столбика. Внутри подцепляем, захватываем эту пару резинок, снимаем со столбика. Накидываем вот сюда. Так, накинули. Теперь нижнюю пару нам нужно крючком поддеть и вытянуть вот сюда, чтобы у нас получилась петля. Когда мы эту резинку отсюда снимем, то у нас петля получается и она затягивается. Вот эту пару резинок мы с вами на крючок накидываем и всю конструкцию сейчас снимаем со станка. Раз, два, три, 4. Вот у нас перстень практически сам готов. И теперь нам нужно сделать такой кружочек, с помощью которого можно надевать на палец эту конструкцию. Берем пару резинок, чуть-чуть ближе к концу крючка сниму. Берем парочку резинок, накидываем на крючок и продеваем их вот сюда. Выводим. Вторую часть накидываем на крючок и проводим внутри, чтобы получить еще одну петельку. Получили петельку и затягиваем. Теперь берем еще парочку голубых резинок. И смотрите, нам сейчас что нужно. Вот здесь, на другом конце этого перстня, этого камня, бриллианта, у нас есть двойная розовая резинка. И нам сквозь нее нужно продеть крючок. Накинуть 2 голубых резинки и внутри, вот здесь, вытянуть. Затем протягиваем через другую часть. А вот это накидываем на крючок. Накинули и вновь продеваем внутри. Раз, два. Затягиваем.
Вот у нас получилось место, с помощью которого можно одевать этот перстень на палец. Но нам мешает вот эта петля. Ну не то чтобы мешает, но она некрасиво смотрится. Нам ее нужно спрятать внутрь вот этого камня. Делается это следующим образом. Внутри камня, бриллианта, мы с вами в эту же дырочку продеваем крючок, захватываем эти две резиночки с помощью крючка и отправляем их в эту дырочку, откуда сейчас вынули крючок. Пару вынули отсюда. И сейчас нам ее нужно внутрь вот этого камня просто пальцем протолкнуть. Раз, два. Вот, протолкнули. Вот у нас получился такой перстень, кольцо. Кстати, я делал это кольцо из светящихся резинок, и поэтому вот посмотрите, как это выглядит в темноте. Надеюсь, данный урок вам очень понравился. Если это так, то, пожалуйста, поставьте лайки к этому видео, напишите комментарий, понравилось вам или нет, а также подписывайтесь на канал и встретимся в следующих уроках. Пока!